Вы в одном шаге от чуда, но есть кое-что, что Бог должен показать вам в первую очередь. Что-то скрытый, что-нибудь священный. Вы думаете, что знаете, кто идет с вами, кто улыбается вам, кто молится за вас, но есть тишина, божественная тишина, которая пыталась тебя предупредить. Слушай внимательно. Не все, кто аплодирует твоему возвышению, посланы небесами. И если вы не остановитесь сейчас, если вы не ползая отступите в это тайное место внутри вашего сердца, вы можете пропустить самое важное откровение в своей жизни. Это не сообщение для развлечения. Это сверхъестественное оповещение. Раздается голос из духсферы, взывая к вам, призывая вас различить то, что ваши физические глаза не могут видеть. Потому что в тот момент, когда вы получили свой вещать, в тот момент, когда завет из богатства, избыток и наследование было сказано в вашей жизни, враг назначил подделки людей, отвлечения, даже возможности, которые выглядят благословенной, но несут яд под поверхностью. Вы находитесь в середине духовной войны не только для вашего мира, но и для вашего судьбы. А что еще хуже? Некоторые из самых больших задержек в вашем урожае приходят извне. Они стоят рядом с тобой. Вы когда-нибудь чувствовали себя опустошенным после разговора с кем-то, кто утверждает, что любит вас? Вы когда-нибудь делились своими мечтами, твой чудо, ваш план, и почувствовал, что он увядает после этого? Есть причина. Есть ключ, вы еще не использовали. А дверь вы еще не прошли. Но прежде чем я открою вам, что это такое, прежде чем вы откроете для себя секрет, что было спрятано на виду, вы должны остаться со мной. Ты должен остаться до конца. Потому что если ты сейчас уйдешь, ты оставишь раскрытой. Вы войдете в следующий сезон безброня из откровения. И то самое, что было отправлено благословить, вы можете превратиться в ловушку. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Багне пытается напугать тебя, дитя мое. Он пытается защитить и вы. Он светит на маске. Не для того, чтобы стыдить, а для того, чтобы отдельный. Не для того, чтобы навредить, а чтобы лечить. Не для того, чтобы выставлять других на показ, а для того, чтобы разбудить тебя. Потому что то, что впереди, ваш избыток, твое богатство, твое наследование, требует ясности. Он требует божественное видение. И получить такого рода благословение, вы должны сначала открыть свое сердце к правде. Болезненная правда – точка, преобразующая истина. Вы никогда не должны были идти вслепую, к завет вы несете требования защиты, к семивеличие внутри тебя не должно быть задушено поддельной почвой. Вот почему Бог шепчет даже сейчас: притормози. Смотри. Слушай. Я покажу истинные лица, но только если ты останешься до конца. Потому что откровение, что грядет, это касается не только их, это касается ты. А дух поднимается в вас, богатство пробуждается в вас, чудосейчес развернется для вас. Но сначала маска должны быть удалены. И только тогда будет благословение быть освобождены. Оставайся со мной. Твой урожай зависит от этого. Есть своего рода бедность, выходит за рамки отсутствия деньги. Это духовная нищета, голод сердца, несчастье, которое цепляется за вашу душу не из-за того, чего вам не хватает в ваших руках, а из-за того, что вы потеряли в своем доверии. Некоторые из вас, слушающих сейчас, не просто борются с нехваткой на вашем банковском счете, вы боретесь с предательством в вашем ближайшем окружении. И враг знает это. Если он может ранить вас через того, кого вы любите, ему не нужно грабить ваш кошелек, он обескровит ваш веросухой. Даже самая милая улыбка может скрыть горькое сердце. Это не просто пословица, это пророческое предупреждение. Вы были выбраны к Богу. Вы несете обещать, а завет, что вызывает ревность в невидимых местах.
И иногда те, кто сидит ближе всего к вам, те, кому вы доверяете, с кем плачете, за кого молитесь, это те, кто молча отравляет почву вашего благословения. Они жмут тебе руку, но за спиной у них кинжал. Они хлопают, когда другие видят, но закатывают глаза, когда ты не смотришь. Они спрашивают о твоих планах, только чтобы задержать их шепотом. И потому что ты добр, потому что твой сердце чист, вы продолжаете надеяться, что они изменятся. Но есть время, когда Бог говорит «достаточно». Хватит плакать из-за людей, которым никогда не суждено было стать воплощением ваших идей. Хватит терять сон из-за дружбач, что Бог никогда не был автором. Хватит сеять семена на полях, которым никогда не суждено было принести ваш урожай. Чувствуете ли вы тяжесть этой истины, давящей на вашу грудь? Эта тяжесть не просто печаль, она божественно пробуждение. Потому что невзгоды вы терпите не просто врага, атакующего вашу жизнь, это Бог пытаясь стрежь то, что душит твое благословение. Бедность часто скрывается за ложным товариществом. Тебе было предназначено унаследовать богатства, не только материальные, но и эмоциональные, духовные, реляционные. Но когда ваш дух привязались к тем, кто тайно негодовал на ваше призвание, что наследство задерживается. Ваша судьба запутывается в их обмане. Вы чувствуете себя застрявшим не потому, что вам не хватает веры, не потому, что вы ленивы, не потому, что вы не молитесь, а потому, что в вашей жизни все еще есть руки, которые не принадлежат вам урожай. Вы когда-нибудь замечали, как каждый раз, когда вы близки к прорыву, что-то рушится? Сделка проваливается. Дверь закрывается. Друг становится холодным. Это не совпадение. Это загрязнение. Бог не может поместить избыток в сосуде, окруженном поддельными голосами. Он не может помазать двери, если ваш ключ копируется кем-то, кто замышляет вас заблокировать. И позвольте мне сказать вам следующее. Он не позволит тебе вечно оставаться слепым. В свое время каждое притворство будет разоблачен. Каждый ложный друг будет разоблачен. Каждое горькое сердце, притворяющееся радостным, будет заглушено звуком твоего чуда. Потому что, когда правда приходит, они шепчет. Он режет. Он разделяет. Он сияет, как лезвие сквозь тьму, и отделяет тень от света. Тебя никогда не должны были окружать тайные убийцы твоей радости. Ты был создан, чтобы жить в свет, в правда, в благословение. Поэтому я должен спросить тебя об этом. Ты стал чувствовать себя комфортно с ложью. Ты терпишь маску, потому что боишься остаться один. Мое дитя, Бог не зовет тебя в изоляцию. Он зовет тебя в божественное разделение. Он устраняет отвлекающие факторы, чтобы ваш вера может расти, ваше богатство может выйти вперед, ваш чудо может проявиться без сопротивления. Да, это будет больно. Правда всегда причиняет боль. Но то, что приходит после этого, свобода. Что следует за этим, так это урожай. Небеса хранят твои слезы семена. Каждое предательство, каждая шепчущая клевета, каждая саботированная возможность. Они не были потрачены впустую. Они были собраны. И когда лезвие истины начинает падать, когда скрытое раскрывается и маски сбрасываются, эти слезы становятся дождем над твоим наследованием. Потому что Бог никогда не забывает. Он наблюдает в тишине. Он считает каждую рану. И в назначенное время Он приносит справедливость. Но вы не должны откладывать этот момент, цепляясь за тех, кого Он устраняет. Знаешь, почему это так больно? Потому что ты любил искренне. Ты открыл свое сердце. Ты доверял. И то, что ты отдал вера, они получили с помощью манипуляции.
Но послушайте это сейчас. То, что они считали своей победой, было всего лишь их испытанием. И они его провалили. Позорно. Потому что пока они строили козни, Бог записывал. Пока они шептались, Бог писал твое возвышение. Они увидели твою уязвимость и назвали это слабостью, но небеса видят это и называют это роялти. И королевская власть должна быть защищена. Итак, теперь вы должны принять решение, позволите ли вы своему судьба быть задержанным верностью тому, что ложно. Или ты поднимешься, очистишь глаза слезами ясности и пойдешь в избыток, что ждало тебя? Потому что правда в том, что урожай готов, чудо находится в движении. Но среда должен быть чистым. Бог собирается что-то сделать непредвиденной. Вы начнете замечать, как меняется поведение. Разговоры изменятся. Некоторые люди будут отдаляться, и вы должны отпустить их. Не гонитесь за тем, что небеса отрезает. Не горюй о том, что было предназначено только на один сезон. Потому что когда дверь открывается, она должна открываться с чистыми петлями. И когда твое богатство прибудет, оно должно найти вас в окружении людей, которых не смутит ваше благословение. Маска спадает, секрет мотива раскрываются. И вы, возлюбленные, должны быть готовы двигаться, когда свет ударит. Потому что свет грядет. И когда он придет, вы не просто увидите других ясно, вы увидите самясно. Ты поймешь, что ты никогда не был сломленным. Ты был судно. Носитель чего-то столь могущественного, столь божественный, что это вызвало зависть у духи, ты даже не узнал. Но теперь ты знаешь. Теперь ты увидел знаки. И теперь ты должен решить, останусь ли я там, где безопасно и мало, или перееду в неизвестность, где меня ждет наследство. Если это сообщение вас взволновало дух, если вы чувствуете тяжесть этого правда в груди, не держи это в себе. Поставь лайк этому видео прямо сейчас. Пусть небеса увидят твои соглашения, пусть этот простой поступок станет вашей декларацией. Я готов уйти от всякой замаскированной лжи и войти в свою божественную истину. Я готов к благословению, я готов к богатству, я готов к чуду. Потому что, возлюбленные, грядет не просто период роста, это тотальная трансформация. Но это начинается с разоблачения. Это начинается с лезвия. Острое, яркое, неоспоримая правда, которая прорежает комфорт и вырезает свободу. И он уже в движении. Ты чувствуешь это, не так ли? Тогда поставьте лайк этому видео. Оставайтесь со мной. Потому что то, чем я поделюсь дальше, изменит ваш взгляд на все и вся. Мы еще даже не дошли до поворотного момента. И поверьте мне, Бог спасает его сильнейших благословения для тех, кто готов пройти через правду. Вы помните последний раз, когда кто-то говорил, что любит вас, но их действия говорили совсем о другом? Вы помните взгляд в их глазах, когда они обещали поддерживать вас, мечтать, только чтобы исчезнуть в тот момент, когда он начал расти? И может быть, просто может быть, часть вас начала строить стену, не стену защиты, а стена изоляции. Вы начали закрывать свое сердце не от мудрости, а от усталости. Но сегодня Бог восстанавливает в тебе нечто святое. Не стена, чтобы запереть твою веру, но стены, подобные стенам Неемии, крепости, которые охраняют ваше благословение, границы, которые держат чудо в безопасности от диверсантов. Позвольте мне познакомить вас с историей Неемии. Человек, который, как и ты, не боялся цели. Человек, избранный для миссии трансформация, чтобы восстановить разрушенные стены Иерусалима. Но пока он клал кирпич за кирпичом, пока он трудился над восстановлением, пришли враги Санавалат, Тови и другие, носившие политические мантии и дружелюбные лица, начали насмехаться, манипулировать, плести интриги, чтобы остановить строительство.
Они не атаковали оружием. Они атаковали словами, слухами, отвлекающими маневрами, приглашениями, замаскированными под дипломатию. Они пытались стащить его со стены не силой, а стратегией. И именно так враг до сих пор действует. Видишь ли, твоя стена, твоя границы, твой вера, твое зрение, твоя судьба – это запугивает людей, которые не носят того же духа. И вместо того, чтобы прямо противостоять твоей силе, они будут шептать, они будут льстить, они будут приглашать тебя поговорить, сделать перерыв, спуститься. Но Неемия отказался. Он сказал: «Я делаю большую работу и не могу спуститься». Это крик того, кто понимает точка ценить. Он не построил эти стены, чтобы держать людей снаружи. Он построил их, чтобы держать благословениев. Охранять то, что Бог вливался в город. Он не был жестокосердным, он был мудрый. Он не был озлобленным, он был сосредоточенный. И теперь Дух Господень спрашивает тебя: какие приглашения отвлекают вас от вашей стены? Какую дружбу вы поддерживаете из чувства вины, даже если она держит вас связанными циклами промедления? Какие жесты вы называете любовью, когда они не несут никакой фрукты? Не поддавайтесь очарованию, Богне впечатлен внешним видом, он наблюдает за урожай. И урожай открывает дерево. Дитя мое, речь идет не о том, чтобы не доверять всем. Речь идет о том, чтобы следить за согласованность. Гармония между словом и действием. Соответствие между чьими-либо обещанием и их шаблон. Вам разрешено ожидать последовательности. Вам разрешено изучать дух за улыбкой. Вам разрешено строить стенопроницательность, не заточить любовь, а защитить ее. Есть причина, по которой некоторые из вас устали. Вы впустили слишком много голосов в свой сердце, никогда не заслужил права быть там. Вы дали ключик к вашим людям, которые хотели только переустроить ваш мир. И теперь Бог говорит: верните себе доступ, верните себе священное пространство вашего духа. Разместите свой вера не в пустых жестах, а в доказательства. Пусть ваша любовь будет мудрой. Пусть ваше доверие будет охраняемым. Вы не тверды, вы святы. А святость требует защиты. Подумайте об Иисусе. Он любил всех, но не доверял. Себя всем. Он видел намерения насквозь. Он накормил 5000, но призвал только 12 идти рядом, и даже среди 12 он оставил 3 для самых интимных моментов. Почему? Потому что даже он, Сын живых Бог, понял, что судьба требует проницательность в отношениях. Не каждая улыбка безопасна. Не каждая протянутая рука чиста. А теперь я должен задать вам несколько вопросов. Вопросов, которые снимут боль, но также откроют правду. Сколько раз вы игнорировали свое внутреннее предупреждение, потому что не хотели показаться слишком осторожными? Сколько раз вы оправдывали чьи-то шаблоны, потому что помнили один хороший момент? Сколько возможностей ускользало из ваших рук, потому что вас отвлекал кто-то, кто не имеет зрения? Понимаете, Бог пытался облагословить вы, чтобы ввести вас в богатство, в избыток, в священные партнерства, в поколение наследования. Но Он не может сажать семена в почву, которая приветствует саботаж. И ваше сердце, твой звонок, твой чудо, они не являются общественной собственностью. Они – святая земля. Пришло время посмотреть фрукты. Ни слова, ни слезы, ни извинения, ни харизма. Фрукты. Потому что Богне просит вас судить дерево. Он просит вас различить урожай. Приносит ли этот человек мир или смятение?
Поддерживают ли они ваше призвание или тонко конкурируют с ним? Празднуют ли они ваши победы или исчезают, когда вы поднимаетесь? Это не мелкие вопросы. Это вопросы, которые определяют, урожай выживает или умирает от голода. И вот чудо, возлюбленные, Бог не просто разоблачает то, что ложно, заменив его тем, что божественно. Он готовит людей, которые говорят честно, ходят в истине, благословить вас своим присутствием, а не истощать вас своими планами. Он поднимает сосуды почета, кто будет говорить жизни в свои мечты и вылейверов в ваш процесс. Но прежде чем они прибудут, подделки должны уйти. Не бойтесь сезон риски. Когда дерево обрезают, оно не умирает, его позиционируют так, чтобы приносить больше плодов. И когда ваш круг сужается, это не отвержение, это уточнение. Потому что Бог никогда не удаляет, не восстановив. Никогда не выставляет, не возвышая. Никогда не противостоит, не очищая. Ключ на ваш следующий сезон – это защитить стену. Не покидай свой пост. Не объясняй свои границы. Не защищай свою мудрость. Ты строишь что-то вечное. Враг гонится не за вашей личностью, а за вашим обещать. Он не пытается задеть ваши чувства, он пытается завладеть вашим урожай. Но он потерпит неудачу. Потому что теперь ты знаешь. Теперь твои глаза открыты. И теперь ты стоишь, как Неемия, с молотом в одной руке, с мечом в другой, заявляя: «Я не могу спуститься». Не благословение это, что грядет, слишком велико. Чудо слишком близко. Богатство слишком священно. И ваша судьба слишком драгоценна. Так что стройте стены. Стройте их с молитвой, с верой, с проницательностью, с осознанным любовью. И когда кто-то просит подойти поближе, следите за фрукты. Не шум, не драма. Фрукты. Потому что, когда фрукт правильный, он будет кормить ваш дух. Когда плод истинный, он будет соответствовать Божий завет. И когда плод будет хорош, вы не будете обмануты. Это твое время подняться, чтобы охранять свои ворота, чтобы защищать свою радость, чтобы сохранять свой мир. Потому что ты больше не жертва видимости. Ты управитель правда. И Бог собирается доверить вам больше, но только потому, что вы научились доверять тому, что реально. Оставайтесь со мной. Потому что в следующем разделе я покажу вам, как построить эти стены не в страхе, а в вере. Не спрятать, а защитить. И урожай вы ждали. Это ближе, чем вы думаете. В самой глубокой долине предательства, когда голоса самых близких тебе людей холодеют, а глаза, которым ты доверял, отворачиваются, в твоей душе, словно огонь, возникает вопрос: «Я действительно одинок?» И здесь, в этот священный момент тишины и скорби, Бог шепчет в ответ: «Нет, дитя мое. Ты никогда не была одна. Я наблюдала, я ждала, и теперь я открываю». Это не просто обнажение ради боли. Это божественное откровение ради трансформации. То, через что вы проходите, это не наказание, это позиционирование. Потому что раньше избыток приходит, фундамент должен быть правильным. Перед тем, как урожай, почва должна быть чистой. Перед чудо, круг должен быть освящен. И это то, что происходит сейчас. Благословения вы собираетесь получить требует разделения от всего, что могло бы осквернить его предназначение. Да, это больно, когда те, кого ты любил больше всего, показывают свое истинное лицо. Это потрясает твою суть. Это угрожает твоей вере. Но позвольте мне предложить вам следующее. Это также освобождает вас. Потому что когда маски спадают, вы наконец видите то,
что блокировало ваше богатство, твое чудо, твое наследование. И в середине этого откровения есть и корь. Опасьте. Тихий голос, говорящий: не бойся того, что уходит. Я посылаю то, что истина. Но этот момент требует решения. Моральная дилемма души. Примешь ли ты утешение или вступишь в завет? Выберешь ли ты знакомая ложь, или вы примете божественная ясность? Вы не можете иметь оба. Вы не можете выйти бедность из дух во время молитвы за богатство из цель. Вы не можете принимать подделки врага и ожидать богполнота. Должна быть выбор, и этот выбор начинается в вашем сердце. Спросите себя, что мне нужно отдать, чтобы получить эти отношения, которые истощают вашу радость, но дают вам мимолетное внимание. Это привычка слишком подробно объяснять свои решения людям, которые не несут вашего помазания. Это жажда одобрения от тех, кто никогда не праздновал ваши судьбы. Что должно умереть, чтобы ваше наследование может жить? Подумайте об этом. Если бы Бог благословил вас полностью прямо сейчас, изменилось бы ваше нынешнее окружение, поддерживать это или задохнуться с ада? Будут ли окружающие вас защищать ваше чудо или заговор против него? Вы бы потратили свое время на управление ими или защищать свой урожай от волков, одетых как друзья? Это не мягкий вопрос. Это ключ на следующий уровень. И если ваш ответ вызывает дискомфорт, хорошо. Потому что трансформация никогда не начинается с легкости, она начинается с честности. Теперь вот ваше привилегированное знание, священная внутренняя истина, которую большинство никогда не поймут. Разоблачение – это не конец, это начало богатства, не только финансовое богатство, но и эмоциональная сила, духовная зрелость и божественное выравнивание. Когда Бог позволяет вещам быть раскрытыми, это никогда не оставит вас пустыми. Это подготовить ваш сосуд для избыток он уже все спланировал. Теперь контраст должен быть. Ясен: бедность против богатства, иллюзия против истины, комфорт против завета, горечь против благословения. Вы не можете нести оба. Сердце должен решить. И ходить в благословение вы должны выбрать правду, какой бы болезненной она ни была. Чтобы получить богатство, вы должны сеять в вере, даже если это стоит вам ложного комфорта притворщиков. Потому что Бог не небрежен со своими дарами. Он дает их там, где они будут почитаемы. Итак, возлюбленные мои, что же вам следует изменить? Вы должны прекратить давать ключик к вашему дверь тем, кто насмехается над вашими молитвами. Вы должны прекратить приглашать бедность во имя мира. Вы должны перестать притворяться, что не видите знаков, когда их плоды гнилые, какими бы сладкими ни были их речи. Вы должны строить стены не из страха, а из любви. Сознательной любви. Святых границ. Потому что Божий завет слишком священно, чтобы его можно было осквернить компромиссом. Вы должны начать проверять слова действиями. Слушайте не только то, что они говорят, но и наблюдайте, как они живут. Отражает ли их жизнь мир или смятение? Честь или манипуляцию? Свет или тень? И если вы найдете противоречие, вы должны быть достаточно смелы, чтобы уйти. Потому что ваша судьба заслуживает ясности. Ваше наследование требует защиты. Пришло время стать хранителем своего благословения. Стоять твердо, как сторож на башне, бдительно и непоколебимо. Сказать, как Давид: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня к водам тихим. Он подкрепляет душу мою». Понимаете ли вы вес этого обещания? Он не просто уводит вас от хаоса, а восстановление все, что предательство пыталось украсть. Он приносит мир не только в ваше окружение, но и глубоко в ваше сердце.
И когда произойдет разоблачение, когда друг станет врагом, когда сторонник покажет свою зависть, когда смех сменится тишиной, он будет рядом с тобой, держа тебя, направляя тебя, шепча правду в твой дух, пока горе не станет милость, пока отторжение не станет перенаправление, до тех пор, пока чудо кажется ближе, чем боль. Потому что он не только твой Бог. Он твой якорь, твой убежище, твой доставляет. И он борется за твое благословение способами, которые вы пока не видите. Итак, теперь выбирайте мудро. Выбирайте святость вместо привычки. Выбирайте мир вместо присутствия. Выбирайте судьбу вместо отвлечения. Потому чтафрукты не лжет. Ибо гникогда не посадит тебя там, где урожай не может вырасти. Это не конец твоей истории. Это разделительная линия между твоей пустыней и твоей обетованной землей. Между шумом и чудо. Между выживанием и процветающей. Между тем, что было, и тем, что будет. И возлюбленные, то, что грядет, это избыток. Это богатство. Это наследование. Это радость без страха, точка вера без трения, точка благословения без предательства. Но чтобы попасть туда, нужно пройти через огонь правды. И ты не будешь идти один. Он идет с тобой. Пастор. Тот, кто видел все это еще до того, как ты узнал о существовании битвы. Тот, кто остался, когда другие ушли. Тот, кто открывает то, что было скрыто, не для того, чтобы сломать тебя, а чтобы бесплатно ты. Оставайтесь рядом. Оставайтесь открытыми. Потому что это только начало. В следующей части мы расскажем благословение, ожидая за послушанием. И ты увидишь с ясностью, боль была путем к твоему чуду. Вы плакали достаточно долго. Вы несли бремя разочарования, предательства, задержки в течение многих лет, возможно, десятилетий. Лица ваших неудач преследуют вас в тихие моменты. Жало слома многообещания, слова, которые когда-то были медом, а теперь ощущаются как кислота на вашем дух, все еще эхо. И все же, слушай, Бог говорит что-то более глубокое в вашем сердце в этот самый момент. Все, что вас сдерживало, сегодня может исчезнуть. Да, сегодня. Прямо сейчас, под прикрытием этого слова, в присутствии дух, что привело вас сюда, происходит сдвиг. Вам больше не нужно бороться. Вам не нужно доказывать себя, защищать свою боль или оправдывать свои потери, к пасти пришел. И с ним приходит благословение, которое не ждет человеческого одобрения, чудо которое не измеряется вашим прошлым, богатство которое вытекает не из усилий, а из сдачи. А волна милосердия возвышается над тобой сейчас. И он не требует твоего совершенства. Он требует твоего года. Он не ждет вашего резюме добрых дел. Он ищет только ваша вера. Для открытого сердца которой осмеливается верить, что есть нечто большее, чем то, что вы видели. Который осмеливается верить, что Бог все еще может сделать непредвиденное, необычайное, сверхъестественное. Который смеет верить, что ключ никогда не было в вашем исполнении, это всегда было в вашем сдаваться. Вы это чувствуете. Цепи вины начинают таять. Преследующие воспоминания о том, где вы потерпели неудачу, кому вы доверяли, что вы потеряли, испаряются под теплом божественное милосердие. Токсичные слова, которые говорили вам, что вы несовершенны, недостаточно духовны, недостаточно сильны, недостаточно хороши, были погребены под голосом пасти, кто говорит: «Ты избран. Ты любим. Ты призван к изобилию». Это не просто исцеление. Это воскрешение. Это возвращение твоего наследования. Восстановление того,
что съела саранча. Раскрытие того, что враг пытался похоронить под позором. Это Бог сам наклонился, чтобы собрать разбросанные фрагменты вашей жизни и сформировать из них единое целое, к благословению которое ни один человек, ни одно предательство, ни одна история не могут отменить. Вы можете думать, что ваше прошлое дисквалифицирует вас. Вы можете бояться, что вы пропустили открытую дверь. Но Божий завет не похож на человеческое соглашение. Он не отменяет свой эго обещать из-за задержки. Он не оставляет свой эго-план из-за твоих ошибок. Нет, Он использует их. Он сплетает каждый сломанный кусочек в гобелен славы. И Он использует тот самый шторм, который должен был утопить тебя, как судно, которое перенесет вас в избыток. Богатство не просто приходит. Это пробуждение. Не только в вашем банковском счете, но и в вашей личности. В вашем духе. В ваших отношениях. В ясности вашей цели. В силе вашего вера. И вас не просто призывают принять это, вас призывают воплотить это. Все, что вы считали дисквалификацией, стало доказательством того, насколько велики ваше чудо будет. Каждая рана теперь является источником исцеления кого-то другого. Каждый долг, который вы не смогли вернуть, прощит небесное милосердие настолько глубокое, настолько личное, настолько святая, что она оставит вас бездыханным. Ты не тот, кем был раньше. Та версия тебя, та, что терпела предательство, выпрашивала крошки, молчала. Перед лицом фальшивой любви та версия умерла. Сегодня трансформировался ребенок, судьба стоит на твоем месте. Не потому, что ты его заслужил, а потому, что ты сдался милость, которой охватывает все. Не дверь-то, что вы ждали, уже открыта, точка ключ уже в ваших руках, точка урожай был назначен. И завет активен. Вы идете в обещать не когда-нибудь, на сейчас. Вы уже благословлены. Вы уже приняты. Вы уже освобождены от хватки прошлого. Это не мотивационная речь. Это откровение. Нет больше вины за то, чего ты не знал. Нет больше стыда за то, кому ты доверял. Нет больше страха за то, что они сказали. Есть только тихий голос Бог, заявляя: «Се, творю все новое». Это твое новое начало. Оно полно. Оно свободно. Оно священно. И оно твой. Но ты должен отпустить. Ты должен выбрать, даже дрожа, отпустить. О неудаче. О предательстве. О грузе. Отпусти воспоминания, которые терзают тебя. Отпусти имя, которое прокляло тебя. Отпусти версию себя, которая согласилась на выживание, когда ты родилась для господства. Скажите это сейчас, даже шепотом: «Я отпускаю». Я принимаю благословение. Я отдаюсь чуду. Потому что это своего рода богатство, которое нельзя украсть. Это своего рода избыток, который не ждет идеального сезона. Он приходит, когда вера поднимается. Это проявляется, когда сердце открывается. Он рождается из пепла вчерашней печали. Не пасти здесь. И он ведет тебя не только от боли, но и в цель. Не просто из потери, а в наследие. И там, где другие ушли, он остался. Где другие сомневались в тебе, он верил. Где другие удерживали любовь, он изливал ее, как масло на твои раны. Это не просто второй шанс. Это твое восстановление завета. Это сверхъестественная расплата за все, что враг считал разрушенным. Так что вставай. Поднимите глаза. Получите трансформацию. Получите наследование.
Пусть ваш дух скажи да святому приглашению. Скажи да свету. Скажи да благословения, который преследовал тебя в каждой долине. Скажи «да», обещать это больше, чем твоя боль. Потому что сегодня небеса не просто наблюдают. Они ликование. Ангелы радуются твоей капитуляции, дух радуется твоей смелости. И Бог открывает окна богатства над своей жизнью. Ты больше не жертва. Ты наследник. Ты больше не ждешь. Ты ходьба войнем. Прямо сейчас. Старое прошло. Горечь не имеет здесь места. Вина растворилась в милосердии. И ваше сердце больше не сломано, оно целое, исцеленное и святое. Вы это чувствуете. Мир льется рекой. Радость снова начинает танцевать в уголках твоей души. Ни вера больше не дрожа, а стоя прямо. Ни чудо-ужи не в пути, но живы в самом вашем дыхании. Вы ходите в своим завет, урожай твой, благословение твой. И что Бог дает, никто не может отнять. Если это слово затронуло вас, если вы почувствовали перемену в своем духе, и если бы вы почувствовали, как падают цепи, если бы навернулись слезы и вы бы знали, что-то изменилось, тогда оставьте комментарий ниже. Напишите это для себя. Напишите это для небес. Напишите это для кого-то еще, кому нужно увидеть, что трансформация – это настоящий. Скажите это своими словами. Я иду в своем благословении. Я свободен. Потому что ты есть. Ты есть бесплатно. Ты благословенный. И самое лучшее – это только начало. Отец, во имя могущественного Иисуса мы приходим к Тебе сейчас, смиренные, сдавшиеся, но ожидающие. Ибо Ты недалекий судья, Ты – наш пастырь, наш гид, наш Бог, кто видит тайное и воздает открыто. Ты исследовал глубокие долины наших сердца, Ты видел скрытые слезы, молчаливые битвы, священные молитвы, которые никогда не были выражены словами. И все же Ты считал каждый крик семя, каждое предательство как подготовка, каждый момент тишины как пространство для откровения. Господь, Ты прошел с этим любимым ребенком через тени, которых они не заслуживали. Через задержки, которые они не могли объяснить. Через сердечные муки, которых они никогда не ожидали. И все же, во всем этом Ты не отсутствовал. Ты строил награда. Вы формировали чудо за завесой. Ты сажал богатство не только в их руках, но и в их дух. Теперь, Бог трансформация, мы стоим по ту сторону разоблачения. Маски сброшены. Правда была увидена. И мы знаем, то, что было открыто, было не для того, чтобы сломать нас, а для того, чтобы благословить нас. То, что было раскрыто, было не для унижения, а для наследования. Итак, теперь мы открываем наше сердце, и мы заявляем, мы готовы к награде, которой был выкован через нашу подготовку. Ты сказал в своем слове, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет, Галатам 6:7, и мы сеяли слезы. Мы сеяли прощение. Мы сеяли доверие, когда было тяжело. Мы сеяли град, когда дул сильный ветер. И теперь мы заявляем, что урожай Ты обещал. Как Неемия, Господь, мы не сойдем со стены. Мы будем охранять то, что Ты строишь. Мы поставим границы не для того, чтобы отгородиться от людей, а для того, чтобы сохранить благословение. Вы поднимаете стена мудрости вокруг нашего духа, крепость, построенная не из страха, а из божественного развлечения. И как сказал Неемия, радость пред Господом – подкрепление для вас. Неемия 8 часов 10 минут. Мы заявляем, что радость теперь затопляет место, где когда-то обитала печаль.
Отец за каждого зрителя, чье доверие было подорвано, за каждого человека, которого использовали, бросили, проигнорировали, отправь сейчас твой целебный огонь. Сожгите остатки травмы. Очистите горяч. И посадите новую песню в их устах, песню «Свобода», мелодии «Надеться», декларации «Судьба». Ибо ты обещал, все соделал он прекрасным в свое время, Екклесиаст 3 часа 11 минут, пусть это время будет сейчас. И теперь Господь говорит прямо в их дух. Шепните в самые глубины их личности: ты избран, ты свят, ты не опоздал, ты не дисквалифицирован, ты мой. Пусть эти слова прозвучат громче предательства. Пусть они поднимутся над прошлым отвержением. Пусть они перепишут историю, которую стыд пытался закончить раньше времени. Вы сказали в Исаии 61:7: «Вместо позора твоего ты будешь иметь двойную честь, и вместо смущения они будут радоваться своей доле. Поэтому в земле своей они будут владеть вдвойне, вечная радость будет у них. Боже, пусть это будет сделано. Не позже, сейчас. Позволять двойная честь быть освобождены. Пусть путаница быть превращены в ясность. Пусть бедности быть заменено на богатство. Пусть раны станут окна славы. Теперь, Господь, зажги пламя. Зажги огонь. Не только в этом зрителе, но и через них. Потому что то, что ты делаешь в их жизни, не только личное, это поколение. Вы делаете их свет в темных местах. Вы превращаете их боль в силу. Вы растите их, как судно милосердия и лидерства. Вы не просто благословляете их на выживание, вы благословляете их на то, чтобы они помогали другим. Так что теперь мы говорим смелость в их язык, сострадание в их взгляд и цель в их шаги. Пусть они станут дверь, чтобы кто-то другой прошел через них. Пусть они будут голосом, который кто-то другой должен услышать. Пусть они несут это сообщение, это правда, это чудо не в тишине, а в движении. И зритель, ты, кто слышал это слово, кто прошел этот путь откровения, контакт, и теперь благословение вас зовут. Не просто получить, а выпускать. И есть и другие, которые все еще заперты за масками, все еще запутались в ложной дружбе, все еще несут стыд за то, чего они не заслужили. И теперь вы должны пойти к ним. Это ваш выбор, поделитесь этим сообщением. Не для внимания, не для аплодисментов, а потому, что ты теперь носитель свет. Теперь вы распорядитель, правда. И вам было доверено это откровение не только ради вашей свободы, но и ради свободы других. Подумайте теперь, кто эти 3 человека, которым нужно это услышать? Кому нужно благословение вы только что получили? Кто все еще стоит у стены, раздумывая, подняться или сдаться? Кто все еще склоняется под тяжестью старых воспоминаний, неизлеченного предательства, молчаливой нищеты? Идите к ним. Продлите милосердие вы попробовали. Вылейте масло вера вы были наполнены. Потому что, когда вы поднимаете других, вы поднимаетесь выше. Когда вы даете, вы получаете. Когда вы ведете, вас ведут. Для Богне просто позвал тебя. Он сейчас зовет тебе вверх. Это твоя мантия, светоносец, перевозчик урожая чудо-релиза. Ты не одинок, и ты не бессилен. Ты избран. Ты помазан. Ты назначен для такого времени, как это. Вы идете в завет. Вы пробуждаетесь к богатству. Вы несите благословение. И чудо умножается через ваши руки, через ваши слова, через ваше послушание. Итак, Отец, запечатай это слово огнем.
Отметь этот момент в книге небес. Пусть ни одно семя не будет украдено. Пусть не останется ни одного голоса сомнения. Пусть эта молитва станет громом, возвещающим о новом дне. Ибо написано: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». Числа 6, 24-26. Да, Господи, пусть будет так. Мир. Свет. Избыток во имя могущественного Иисуса. И теперь, если эта молитва тронула вас, и если она зажгла что-то глубоко в вашей душе, сердце, если вы чувствуете присутствие Бога даже сейчас, если вы знаете, что переступили порог веры, оставьте комментарий ниже. Напишите слово «Помазан воскреснуть». Потому что ты есть. Ты есть помазан, чтобы подняться. И вставая, ты понесешь многих. Благословение будет размножаться. Чудо будет продолжаться. И ваш свет никогда не погаснет. Возлюбленные, это не конец, это раскрытие ваше вечное начало. Вы не случайно наткнулись на это сообщение. Вас сюда привлекла судьба, вызванный голосом Бога, который никогда не забывал твоего имени, никогда не игнорировал твою боль и никогда не отменял свой эго обещать над вашей жизнью. Весь этот путь от разоблачения обмана до снятия завесы, от огнеправда к потопу благословений был божественным трансформацией, готовя вас к тому, что будет дальше. Ты не уходишь пустым. Ты уходишь помазанный, бронированный, пробужденный. Непревзойденный, потому что когда Бог за тебя, кто против тебя? Когда пасть идет рядом с тобой, никакая долина не может украсть твою песню. Когда твой сердце был очищен верой, укрепленный с мудрость, никакое оружие не может быть успешным. Каждое препятствие, каждое предательство, каждая слеза, они больше не угрозы. Теперь они лестница. Каждый шаг ведет выше. Выше в ваш звонок. Выше в ваш завет. Выше в ваш чудо. Да, еще будут ветры. Да, некоторые будут сомневаться. Да, враг снова будет шептать. Но теперь вы знаете ключ. Теперь вы распознаете подделку. Теперь вы входите в богатство духа и избыток цели. Теперь вы попробовали наследование истины, и вы никогда не будете прежними. И когда вы пойдете из этого момента в грядущие дни, позвольте этим словам глубоко укорениться в вашей душе. Тебя защищает любовь, которую невозможно сломать. Это не хрупкая привязанность. Это не временное одобрение. Это вечная любовь Господь, избравший тебя, покрывший тебя, призвавший тебя и увенчавший тебя щедротами и благодатью судьба. Эта любовь заставит замолчать любую ложь. Эта любовь защитит каждый шаг. Эта любовь отметит ваш путь доказательствами, столь неоспоримыми, что даже вашим врагам придется признать это. Ты не забыт. Ты есть благоприятствовал. Вы не задерживаетесь, вы божественно рассчитаны. Ты не сломан, ты благословенный. И все, что когда-то пыталось вас заблокировать, теперь будет использовано для того, чтобы вас построить. Каждая закрытая дверь станет перенаправлением. Каждое падение станет урок. Каждая пустыня станет хорошей мудрости и откровения. И превыше всего этого вы будете ходить не в страхе, а в вере. Не в укрытии, а в урожай. Не в тишине, а в власть, ведомая Духом. Это твой путь, триумф. Это ваш путь любви и трансформация. Вот что значит сказать небесам своей жизнью: «Я принадлежу тебе». И когда вы провозглашаете эти слова не только устами, но и каждым принятым вами решением, каждой стеной, которую вы охраняете, каждой благословленной вами душой, вы увидите Божие движение руки будет отдаваться эхом в вечности. Пусть сегодня будет день,
когда вы перестанете просить разрешения сиять. Пусть это будет час, когда вы перестанете торговаться со своей ценностью. Вы были призваны. Вы были очищены. Вы были выбраны. Пришло время ходить, как это. Говорить, как это. Строить, как это. Любить, как это. Дарить, как это. Жить, как это. Потому что ваша жизнь – это не просто свидетельство, это факел. А кто-то еще ждет в темноте, ждет, когда ты поднимешься, чтобы они могли поверить, что чудеса все еще случаются. Вы несете больше, чем потенциал, вы несете откровение. Вы доказательство того, что милосердие восстанавливает, что правда освобождает, что благословение умножается, что вера все еще работает, и это Бог все еще хранит Его обещания. И теперь свет-то, что вы получили, должно светить за пределами этого момента. Оно должно проникнуть в ваш дом, вашу семью, ваше сообщество, ваш город, ваше поколение. Поэтому я призываю вас сейчас, идите вперед в огне и ясности. Несите урожай в твоих руках, завет в твоей душе и дух в вашем голосе. Проявляйте сострадание. Руководите смело. Говорите авторитетно. И никогда больше не извиняйтесь за благосклонность Бога на вашу жизнь. Если это путешествие коснулось вас, заговорило с вами, преобразило хотя бы уголок вашей души, я хочу услышать от вас. Оставьте комментарий ниже. Произнесите это вслух в письменной форме. Пусть небеса и мир узнают, что сделал Бог. Поделитесь словами, которые возникли в вашем сердце. Произнесите это с верой: «Я принадлежу тебе». Я хожу в благословение. Я никогда не оглянусь назад. Мы идем глубже. Вы получили обещать, но далее вы узнаете, как его защитить. Вы узнаете, как поддерживать благословение, как ходить ежедневно в избыток, как отвергнуть шепот сомнений и жить, как тот, кто коронованный. Мы раскроем секреты духовной последовательности и то, как освободить место для еще большего богатства, больше чудеса и более мощной молитвы. И если вы еще этого не сделали, подпишитесь сейчас. Не ради меня, а ради себя. Потому что это сисия – это не конец. Это часть божественного петля расширения прав и возможностей, поощрения, постоянного чудеса, что небеса организуют через каждое сообщение. В следующем сеансе мы пойдем еще глубже в поддержание богатства, умножа благословение, и стоять твердо, когда следующий шторм пытается подняться. Потому что путешествие не заканчивается чудо, это только начало. Так что оставайтесь на связи. Станьте частью этого движения. Не дайте этому огню погаснуть в тишине. Ты больше не одинок. Вы больше не блуждаете. Ты свет в этот мир. А судна славы. А ключ в чужую тюрьму. И путь ты теперь ходишь будет эхом, да эхо в вечность. Это ваше наследие. Это твой урожай. Настал ваш момент подняться. И поэтому я прощаюсь не с грустью, а с силой. Не в конце, а в ходе развития более великих событий. Иди теперь в любви, в смелости, в вера. Ни благословение живо в тебе, ни чуда уже здесь. И слава Господь окружает каждый ваш шаг. До следующего раза. Увидимся на следующем занятии. Ваша трансформация продолжается.